Удар по Крымскому мосту, максимальное приближение и окружение. Военные извинились перед народом. Анонс и эвакуация. Экстренное заседание. К чему пришли и кто попал под каток критики в РФ? РФ наносит удары. Опубликовано видео наведения по целям. Стратегическая трасса перекрыта и парализована. Последствия. Большая бойня. Беларусь готова атаковать. Резкое требование к Западу. Цели Минска. Эвакуация силовиков. Революция. Президент свергнут. Лютая перестрелка во Франции. Почему? Астана пошла на сближение с Европой, Токаев вылетел в Брюссель и самые миролюбивые страны, на каком месте Узбекистан, Россия и Украина. Эти и другие новости в выпуске. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко», 22 июня на календаре. Спасибо, что находите выпуски самостоятельно. Если YouTube не показывает свежие новости вам сразу, когда открываете приложение. Прекрасной поддержкой, к тому же бесплатной, будет и ваша подписка на канал и нажатие на колокольчик. Спасибо всем, кто ежедневно со мной. Это очень приятно. Я начинаю. Белорусский удар по Европе. Рига, Вильнюс, Прага, Лондон, Мюнхен и еще города Польши, Дании, Нидерландов и Италии под прицелом. В сети появилась карта Европы с концентрическими кругами дальностью до 4000 километров от точки, обозначенной как положение Орешника. Это карта потенциального удара в ответ на ультиматум Зеленского. Ее опубликовал белорусский канал «Невольфович», который связывают с силовиками и одним из управлений при Министерстве обороны Беларуси. Пока Лукашенко и МИД молчат, подконтрольные сети Минску публикуют предупреждение Киеву, которое тиражируют белорусские СМИ. В заявлении для Запада говорится, что если ВСУ ударят по Гомельской и Брестской областям, где, по утверждению Киева, стоят российские ретрансляторы, то война пойдет на страны НАТО. В публикации говорится, что Запад должен остановить Зеленского, и звучат угрозы ударов. Беларусь является частью союзного государства, а значит будет вправе зеркально нанести удары по инфраструктуре ЕС, которая используется для снабжения украинской армии. Именно в Европе расположены логистические узлы, заводы, склады, центры подготовки ВСУ, без которых украинский режим давно бы был уничтожен. Зеленский вечером 21 июня уже в третий раз потребовал от Лукашенко за неделю убрать технику от границы с Украиной, которая, по заявлению Банковой, помогает России наводить удары по украинским городам. И скандал не утихает. Украина больше не будет молчать, а будет зеркалить все недружественные действия Польши. Это официальное заявление МИД, в котором поляков призывают вернуться к дипломатии, но при этом не забывать об истории самой Украины. Министр Сибига заявил, что лишение Зеленского ордена Белого Орла – это не про лишение ордена, а про удар по украинским военным и народу. В то же время польские ультраправые уже требуют, чтобы Зеленский вернул не только орден, а еще и оружие и деньги, которыми помогала Польша. Кроме того, сетуют, что ордена раздавались как конфеты. Нью-Йорк Таймс пишет, что пока обе стороны стратегически стреляют себе в ноги ради копеечных политических рейтингов, эксперты в один голос кричат, что главный бенефициар этого дипломатического пожара – Кремль, который уже открывает шампанское. Анна Колин-Лебедева, доцент политологии Парижского университета Нантер, заявила, что недавние чествования, связанные с УПА в Украине, были направлены не против Польши, а против России. Каждый раз, когда украинцы славят борцов за суверенитет своей нации, это задевает поляков за живое, сказала она. Главный враг сегодня – Россия, и все, что может напомнить украинцам, как яростно они боролись в прошлом против Москвы, легитимизируется и выводится на первый план. А Россия также уже активно комментирует: Москва обратилась к Варшаве, там решили дать совет. Той же Польше надо определиться, с кем он, со своим народом память защищает или с преступным неонацистским режимом Киевской хунты. Зеленский считает, что действия Навроцкого – это подготовка к парламентским выборам в Польше в 2027 году, и речь вовсе не об УПА. Цель Навроцкого – посадить в кресло министра человека из своей партии и скинуть таким образом Туска. Зеленский считает, что Навроцкого может ждать судьба Орбана, который, как заявил Зеленский, строил свою предвыборную кампанию на антиукраинских настроениях и проиграл. При этом в Киеве уже говорят о том, что Зеленский может резко прервать заседание международной конференции по восстановлению Украины, проведение которой запланировано на 25-26 июня в польском Гданьске. И просто туда не приехать из-за этого скандала. Однако вопрос участия окончательно не решен.
Планируете отпуск? Для отелей и аренды авто за рубежом почти везде нужна именная иностранная карта. SkyCards открывает ее удаленно по загранпаспорту любой страны. Специалисты подбирают банк конкретно под ваши задачи, а с премиальными тарифами доступны бизнес-залы и страховка путешественника. Карту доставят в любую страну прямо к вашей двери. Она работает с Apple Pay и Google Pay, а пополняется с привычного для вас счета по более выгодному курсу, чем в обменнике. Вспомните промокод «Прядко» при оформлении и получите скидку до 30%. Экстренное заседание в Крыму и жесткие меры. Введен необъявленный комендантский час. Севастополь в новом режиме. Из-за критической ситуации с логистикой город срочно режет потребление топлива и света. По итогам заседания оперативного штаба вводится пакет беспрецедентных временных ограничений. Топливный локдаун. 22 и 23 июня продажа бензина и дизеля в городе будет полностью остановлена. Заправить машины смогут исключительно экстренные и специальные службы. Общественный транспорт, магазины под строгим режимом работы. Морское сообщение урезано, паромы полностью остановлены. Об этом заявил назначенный Россией губернатор Севастополя. Массовые мероприятия, все уличные мероприятия отменяются, начиная с 22 июня и до особого распоряжения. Прошу отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Они необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях. Удар по Крымскому мосту. Анонс новой атаки по переправе публикуют силы беспилотных систем Украины. В соцсетях украинское командование демонстрирует, куда прилетело накануне ночью и как близко находится Крымский мост, который в свое время называли сложной целью, но целью, которая остается важной для Киева. Ни на что не намекаем, но мы сегодня ночью очень близко и с разных ракурсов видели Крымский мост. Украина также открыто говорит о перспективе полной военной блокады и окружения российских войск в Крыму. Это довольно серьезная проблема и для этих войск, и для самого Путина. Уверен, что будет приказ стоять до последнего. А чем стоять и с чем стоять? Если ресурс будет не просто минимальным, а отсутствующим, это будет означать, что российские войска начнут отступать самовольно. Сначала сотрудники ФСБ, а затем и линейные части. Украинские военные уже обратились к жителям Крыма, в частности к украинцам, и извинились за неудобства, а россиян вновь призвали бежать. Это, напомню, не первый срочный призыв. Цитирую. «Украинцы на оккупированной территории, извините, отныне за постоянные тревоги, закрытые мосты и дороги, темноту, шум и стресс. Держитесь подальше от военных объектов и всего, что может загореться. Делитесь норами и просто берегите себя. Птах работает ювелирно, однако щепки каждый раз будут лететь при рубке леса. Иным способом демилитаризовать и выкурить 1 миллион оккупантов с полуострова не просматривается». В Минобороны Украины при этом вновь анонсируют ужас для россиян в Крыму, детали не приводят. Параллельно с этим накануне одна из стратегических трасс с Ростова на Крым была перерезана и парализована. Причина, опять же, новые удары по фурам. Ё-моё, смотри, еще горит. Твою мать. А ну, Да снимаю, я снимаю. 2 машины. представь, да, 2 фуры взорвали. Сотни автомобилей скопились и перед Крымским мостом. В пик их количество достигло 700 единиц. Местные паблики и СМИ писали, что все это подобно эвакуации из Крыма на фоне последних событий. Речь о последних ударах ВСУ по нефтеобъектам полуострова. И пробка там миллионная опять. Z-военкоры тем временем возмущены молчанием. Официальная Москва практически никак не комментирует событий. Публичной реакции на налет на Москву, а также на Крым нет. Кроме того, Z-сообщество критикует и Герасимова, считая, что в этом и его просчет. Результат начальника генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной, закидывание мясом, закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту. Россия при этом заявляет о своей спецоперации. Это удары по АЗС и энергообъектам Украины. Накануне удары были нанесены по заправочной станции в Запорожье. Удар зафиксирован с десятков камер. Под ударом также бензовозы. Атакованы минимум 10 областей Украины. За неделю по ним выпустили более 2000 дронов, 1800 управляемых авиабомб и 87 ракет различных типов. Украина заявляет о 150 пострадавших и 10 погибших. Российская Минобороны при этом публикует официальные кадры ударов также по украинским объектам. Видео наведения целей по энергетике Украины в Киевской, Сумской и Черниговской областях.
Российское военное ведомство также уверяет, что и на поле боя, не в Крыму, а на Востоке, ситуация непростая не для ВС РФ, а для ВСУ, и заявляет об окружении украинских военных в Донецкой области. Речь о Лимане и Константиновке. Украина теряет союзника, дни Стармера сочтены. Накануне сразу несколько влиятельных британских СМИ сообщили, что премьер Великобритании сегодня или в ближайшие дни может подать в отставку. Как пишет The Telegraph, союзники главы правительства считают, что он понял, игра окончена, и теперь думает лишь о том, как сохранить свое политическое наследие. Причина отставки – жесткая конкуренция и не только. Источники в правительстве, говорится в материале, предупреждают. Если Стармер не уйдет сам, страну может накрыть волна массовых отставок. 5 влиятельных министров уже в частном порядке потребовали от него объявить сроки ухода. Другой источник в правительстве сообщил, что на прошлых выходных сэр Кир размышлял о своем политическом будущем. По его словам, люди, которые теперь говорят ему, что его время истекло, совсем другие. Это уже необычные критики и непривычные оппоненты. Политическими спекуляциями считает подобные публикации министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Питер Кайл. В комментарии Sky News он назвал фейками сообщения об отставке Стармера. Тем временем сам британский премьер молчит, а Трамп уже готов помахать Стармеру рукой. Он потерпел серьезную неудачу в 2 очень важных областях – иммиграции и энергетике, открытие нефтяных месторождений в Северном море. Желаем ему всего наилучшего. Революция. Президент свергнут. Огонь на поражение и эвакуация силовиков. Франция гудит из-за нападения на военнослужащих и падения Макрона. Но есть нюанс. Часть из этого реальность, вторая – выдуманный повод. 82-летний французский пенсионер устроил боевик с перестрелкой. Он решил, что в стране произошел госпереворот, а Эммануэля выгнали из Елисейского дворца. Вооружившись, мужчина бросился на улицу, куда вскоре после звонка членов семьи в полицию приехало элитное спецподразделение силовиков. Дальше произошло вооруженное сопротивление. Француз открыл огонь на поражение, в результате чего военнослужащие получили ранения. Пострадавших силовиков экстренно эвакуировали, а к месту происшествия были стянуты дополнительные силы спецназа. Сам нападавший получил ранение руки ответным огнем и скрылся в подвале, где просидел 4 часа. После продолжительных переговоров он сложил оружие и сдался без сопротивления. Его доставили в больницу Лимана для хирургического извлечения пули из руки. Он был помещен под стражу. Его медицинское состояние было признано совместимым с этой мерой, но еще не был допрошен. Психиатрическая экспертиза должна состояться в течение дня, заверила прокуратура в своем коммюнике. Еще один мирный провал. Переговоры между Ираном и США в Швейцарии приостановлены, но не прекращены. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источник в Тегеране. Весьма противоречивая и запутанная информация поступала накануне из Бюргенштока, где проходила встреча американской и иранской делегаций при посредничестве Пакистана и Катара. Сначала СМИ Ирана сообщили, что мирные переговоры длились 80 минут, после чего представители Тегерана покинули зал совещаний якобы из-за оскорбительного сообщения Трампа, который анонсировал новый удар. Глава иранской делегации на переговорах в Швейцарии Галибаф отреагировал на угрозу Трампа не менее жестким посланием. Послушайте. «Мы не придаем значения угрозам со стороны американцев. Им лучше следить за своими заявлениями. Наши вооруженные силы готовы ответить им иным способом. Сколько бы они ни говорили, действовать будем мы». Иранского демарша на переговорах не было, утверждает обратная журналист Axios Барак Равид. Со ссылкой на дипломата, который также участвует в обсуждениях, он сообщил, что встреча сторон продолжается. Тем временем Нетаньяху, невзирая на тяжелый переговорный процесс в Швейцарии, заявил, израильские войска будут в Газе, Сирии и Ливане столько, сколько потребуется. Но в США уже говорят, если дипломатия рухнет, будет новая война. Это слова Линдси Грэма, сенатора-республиканца. Он заявил о скором уничтожении Ирана и не верит в переговоры. Если эта сделка провалится, президент Трамп силой возьмет под контроль Ормузский пролив. США будут контролировать Ормузский пролив. Мы будем взимать плату со всех, кто проходит через него, чтобы покрыть расходы на операцию. И в 2026 календарном году мы расширим Авраамовы соглашения. Иран выдвинул ультиматум США, ждет извинений и вывода израильских военных из Ливана. Об этом ближе к полуночи сообщил проиранский телеканал Аль-Маядин. Без выполнения этих условий Тегеран отказывается возвращаться за стол переговоров. А член иранской переговорной группы Ирана подтвердил, процесс фактически поставлен на паузу.
Пишет книгу и переехал в Лос-Анджелес. Белорусский оппозиционер Тихановский рассказал о жизни после колонии. В первой годовщине освобождения он записал видеообращение и поблагодарил американских чиновников и дипломатов, благодаря которым он и другие политические заключенные оказались на свободе. Особую благодарность он выразил супруге Светлане Тихановской, которая сейчас живет в Польше, при этом сам Тихановский живет в США. Новый дом уже не в Майами, а в Лос-Анджелесе. В видеообращении он признался, что адаптация к свободе дается непросто. Политикой и оппозиционной деятельностью Тихановский пока не занимается. Я не могу влиять на все, но не перестаю пытаться. Никто не должен оставаться за решеткой за свои убеждения. Сегодня в Лос-Анджелесе я изучаю английский язык, готовлюсь к поступлению в университет, пишу книгу и занимаюсь творчеством. Астана пошла на сближение с Европой. Казахстан укрепляет отношения с ЕС. Токаев в Брюсселе. Президент Казахстана срочно вылетел в Бельгию. Там запланированы переговоры с президентом Евросовета Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как пишут СМИ, стороны обсудят усиление расширенного партнерства от политики до торговли и инвестиций. Визит проходит на фоне растущего интереса Европы к Казахстану, как крупнейшей экономике Центральной Азии и ключевому поставщику сырья. В 2025 году ЕС закупил у Казахстана товаров на 30 с лишним миллиардов евро. В центре внимания нефть, уран, металлы, критически важные материалы, батареи и зеленый водород. Также активно обсуждаются транскаспийские транспортные коридоры. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выступит на круглом столе Казахстан-ЕС с участием руководителей крупных европейских компаний, а также проведет ряд двусторонних встреч. Мир на дне. Россия – самая опасная страна планеты. В рейтинге миролюбия, который ежегодно публикует Институт экономики и мира, РФ заняла последнее 163 место. Проанализировав уровень безопасности, стабильности, степень милитаризации в 160 странах мира, исследователи сделали неутешительный вывод. Глобальный уровень мира упал до исторического минимума за все время существования этого рейтинга. За последний год миролюбие рухнуло в 99 государствах, и это антирекорд за 20 лет. На первом месте уже 19-й год подряд Исландия. Также в топ-3 самых безопасных попали Новая Зеландия и Швейцария. Узбекистан на 37-м месте и таким образом является самой безопасной страной в Центральной Азии. Украина заняла 160-е место. И напомню, что Украина и Россия в конце рейтинга из-за войны. В других выпусках также много ответов на вопросы и события. Переходите, пожалуйста, на канал и смотрите. До встречи!